Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас на мастер-класс вот таких сапожек. Я думаю, что вам они понравятся, никого вообще равнодушным не оставят. Прекрасное сочетание цветов, очень простая в вязке модель, проще не бывает. Все вам расскажу, все подробно покажу. Значит, смотрите, друзья, если вы сейчас смотрите это видео, не подписавшись еще на канал, сделайте это прямо сейчас, нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. На канале уже более 200 видео, огромное количество бесплатных мастер-классов на разные модели. Есть мужские, женские модели, детские модели. То есть вы можете себе выбрать любую, какую вы захотите, и вместе со мной связать эту модель. Модель, которую я вам сегодня предлагаю, я придумала сама. Она очень легкая в вязании, любой, даже начинающей вязальщице эта модель под силу. Все подробненько расскажу. Начнем мы с того, чтобы определиться, что нам нужно для того, чтобы сотворить такую модель. Ну, конечно, в первую очередь это подошва. Я выбрала вот такую подошву. Она достаточно плотная такая, крепкая, высокая. И здесь пробитое отверстие на расстоянии 1 сантиметр друг от друга. Вот. И на ней я буду вязать пряжу. Пряжу я выбирала 3 цветов. Надо подобрать пряжу, чтобы она была очень, такая красивая. 75 грамм, 168 метров, мелисса свит. И это 100% акрил. Тепленькая, хорошая пряжа и очень красивая. Вот такие 3 цвета. Я хочу скомбинировать. Очень красивые цвета. И они будут в модели, я думаю, что очень хорошо. Ну, вы можете подобрать любые цвета для себя, какие вам понравятся. Начинаю я вязать вот с этого цвета, такой коричневый, очень такой теплый коричневый цвет. И начну вязать, наверное, вот с середины подошвы. Крючок буду использовать 3 миллиметра. Можно, в принципе, начать с любого места. Вот здесь будем вывязывать перед, можно где-то с боковой части переда начать. Но я начну с центра подошвы, так будет удобнее. И провязывать буду вот примерно с этой петли. Хотя тут, в общем-то, небольшая такая разница, не принципиально, с какого места вы начнете вязать, потому что вязать будем по кругу. Итак, крючок номер 3 начинаю провязывать в каждое отверстие по 3 столбика без накида. Первое отверстие, это у меня стартовое отверстие, мы начинаем, провязываем 1 столбик, закрепляемся и дальше в каждое следующее отверстие вяжем 3 столбика без накида. Вот эту нить придерживаем, конец нити, и мы ее сейчас завяжем сюда, чтобы она у нас потом не распустилась. Вот, второе отверстие провязываю 3 столбика без накида. Делаем установочный ряд, ряд обвязки подошвы. Вот, 3 столбика провязали, теперь сразу в следующее. Провязываем первый столбик, второй, и третий сюда же, в это же отверстие. И третий столбик провязали. Переходим к следующему отверстию. Вяжем 3 столбика в следующее отверстие. Вот таким образом по 3 столбика в каждое отверстие вяжем по кругу, доходим вот сюда. В эту мы провяжем 3 отверстия, а здесь довяжем 2 недостающих столбика. Вот, смотрите, последнее отверстие. Провязываем первый столбик, второй. Если у вас отверстия на расстоянии пол сантиметра друг от друга, 0,7 мм, то провязывайте по 2 столбика.
Но так как у меня 1 сантиметр расстояние, то я провязываю по 3 столбика без накида в каждое отверстие. Третий. И вот сюда, где у нас был 1 столбик, довязываем еще 2 столбика. Это будет второй столбик. Это отверстие, с которого мы начинали. И еще сюда третий столбик. Все, первый ряд мы закончили. Теперь в первую петлю ряда соединительный столбик. Дальше воздушная петля подъема. И продолжаем вязать по кругу. В каждую петлю предыдущего ряда теперь провязываем столбик без накида. Столбик без накида по всей окружности в каждую петлю предыдущего ряда. Вот таким образом. Провязываем такие столбики отсюда и сюда же возвращаемся до конца ряда. Вот, доходим до конца ряда. Довязываем последние столбики без накида. И дальше в конце ряда соединяем вот это уже последний столбик. Да, и теперь соединяем в первую петлю ряда с последней соединительным столбиком. Вот так. 2 воздушных петли подъема. Следующий ряд снова вяжется по кругу, но теперь будем вязать столбики с одним накидом в каждую петлю ряда. Делаем накид, заводим крючок в петлю, захватываем нить, вытягиваем ее, протягиваем нить с накидом раз и потом 2 петли вместе. Делаем накид и в следующую столбик с одним накидом. Сначала провязываем накид, затем вершину общую. Столбик с одним накидом. В каждую петелечку предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Вяжем до конца ряда по кругу. Вот таким образом вывязываем, приходим сюда, в конец ряда, довязываем последние оставшиеся петли, столбиками с одним накидом. Вяжу довольно туго. Вообще эта обувь я всегда вяжу довольно плотно, туго, чтобы оно форму держало, чтобы смотрелось хорошо. Можно вязать слабо, тогда будет рыхлая очень. Теперь верхнюю петлю, вот здесь мы делали столбик с 2 накидами, провязываем соединительный столбик, ряд закончили. Следующий ряд делаем 1, 2, 2 воздушные петли подъема, накид, и теперь будем вязать рельефными столбиками. Видите, вот так захватываем первый столбик, заводим крючок под столбик, захватываем нить, провязываем столбик с одним накидом. Лицевой рельефный столбик. Делаем накид, следующий столбик будет изнаночный рельефный. Захватываем его с изнаночной стороны и провязываем столбик с одним накидом. Видите, один сюда, вот так ближе покажу, а второй столбик вовнутрь провязывается. Теперь накид, захватываем столбик, нить протягиваем,
под столбиком с лицевой стороны. Теперь накид и обхватываем столбик с изнаночной стороны. Я думаю, что это понятно, да? Это называется рельефные столбики, лицевые и изнаночные. Некоторые называют их проще, выпуклые. Ну, мне кажется, что это не очень правильно, поэтому будем с вами вязать не выпуклыми, а рельефными столбиками с одним накидом. Вот таким образом получается узор. Один лицевой, один изнаночный, один лицевой, один изнаночный. Показываю максимально близко. Я думаю, что хорошо видно и все понятно. И вы справитесь с этим узором. Он очень легкий. Другого узора у нас на этих сапожках не будет. Мы все время будем вязать рельефными столбиками. Пропустила один, вот здесь пропустила один столбик, завязала 2. Внимательно смотрите, в первом ряду не очень видно, в следующих рядах будет очень хорошо уже видно, будет один рельефный лицевой, один изнаночный, а тут я вот 2 столбика просто заметила, что я его пропустила. Вот так они идут друг за другом, лицевой рельефный столбик с одним накидом, следующий изнаночный рельефный столбик. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Приходим к концу ряда вот сюда и дальше будем вязать по рисунку. Над лицевыми будут лицевые столбики, над изнаночными будут изнаночные. Вот довязываю ряд до конца, провязываю последние столбики. Вот тут у меня изнаночный рельефный столбик. И дальше иду по кругу, просто здесь соединительный столбик в начале ряда, воздушные 2 петли подъема, накид, и уже смотрите, я под сам рельефный столбик захожу под лицевой, делаю затем под изнаночный. Все, дальше видно очень хорошо. Просто вяжите над лицевыми рельефными столбиками, вяжите лицевые рельефные столбики. Над изнаночными вяжете изнаночные, то есть захватываете столбик с изнаночной стороны изделия. Вот таким образом сейчас мы создаем подъем. Количество рядов. Вот так вяжем до конца ряда. Количество рядов зависит от того, какой высоты у вас подъем. Если подъем на ножке высокий, рядов добавляйте. Я вяжу на 37 размер. Ножка худенькая, подъем невысокий, поэтому мне здесь будет достаточно несколько рядов провязать, и этого подъема будет достаточно. Вот так. Каждый раз заканчиваем ряд соединительным столбиком, вершину цепочки из воздушных петель. Здесь закрепляю нить. Вот я провязала таких 3 ряда. 3 ряда по кругу рельефными столбиками. Теперь будем вязать перед. Нить обрезаю, боковую вот эту. Конец нити оставляю, потом буду вязать дальше, ввяжу его в изделие. А здесь начнем вывязывать переднюю часть. Значит, центральную петлю находим. У меня на подошве тут есть отметка. И по этой отметке я отсчитываю 4 петли влево. Центральная и 4 петли вправо. Вот, отмечаю, центральных у меня получается 9 петель.
Все, теперь начинаю вязать с изнаночной стороны. Привязываюсь вот к этой петле, которую я отметила. Вот так привязалась к соседней петле, начала вязать столбики без накида. Вот этот изнаночный ряд просто провяжу столбиками без накида каждую петелечку от маркера до маркера. Снимаю маркер, провязываю последнюю петлю. Теперь по боковой части провязываю соединительный столбик 1, разворачиваюсь, еще один соединительный столбик на подъем, потому что дальше буду вязать уже столбиками с одним накидом, поэтому 2 соединительных столбика. И теперь начинаем вязать лицевой ряд. Делаем накид и провязываем столбики с одним накидом. В каждую петелечку ряда, который мы провязали только что. Столбики с одним накидом до конца ряда. Здесь у нас узор никак не меняется. Мы оставляем точно так же лицевые и изнаночные рельефные столбики. Для основы вывязываем вот столбики с одним накидом, чтобы мы их потом могли захватывать. Вот, доходим до конца. Последний столбик провязываем вот сюда в угловую петлю начала ряда. Она туго пробивается, но надо провязать, потому что, чтобы не было тут отверстий. Вот, провязали последнюю. Теперь соединительный столбик 1, соединительный столбик 2 и вяжем изнаночный ряд. Разворачиваемся и начинаем провязывать рельефные столбики. Каждый столбик берем, первый столбик от крючка провязываем лицевым рельефным столбиком, второй изнаночным. Этот рисунок, чем хорош, он с обоих сторон смотрится одинаково, поэтому провязываем. С этой стороны он смотрится как изнаночный, а с лицевой стороны будет смотреться как лицевой. Здесь не нужно не протягивать нить, ничего, просто поворотными рядами вяжем. В начале ряда и в конце каждого ряда, вернее, в конце каждого ряда делаем 2 соединительных столбика для подъема. Сейчас я покажу вам дальше, и вы справитесь уже самостоятельно. Настолько простая вот эта моделька. Я вот подумала, думаю, подберу вам что-то такое, ну что просто каждый сможет такое связать. Очень просто вяжется, очень быстро вяжется, потому что ряды высокие.
Для того, чтобы связать модель на других узорах, надо провязать в 2 раза больше рядов. Здесь, в общем-то, все довольно просто. Довязываем до конца ряда изнаночный ряд. В конце ряда 2 соединительных столбика. 1 и 2. Разворачиваемся, вяжем лицевой ряд. То же самое, смотрим по рисунку, где у нас лицевой, вяжем лицевой, где изнаночный, вяжем изнаночный. Вот у меня изнаночный рельефный столбик. Я его так и провязываю, изнаночный. С той стороны он был лицевым. Никак не могу захватить. Следующий столбик будет лицевой. Захватываем с лицевой стороны, вяжем. Узор практически плавненько перешел с боковых частей на вот переднюю часть. И все вместе будет смотреться прекрасно. Изнаночный, лицевой столбик. Все время столбики с одним накидом. Изнаночный, лицевой. Изнаночный, и мы закончили ряд. Теперь соединительные столбики 1, 2. Вот таким образом продолжаем вязать на высоту, ну не знаю, возможно, там 10 рядов провязать. Этого будет достаточно. Да, вот я провязала 10 рядов. Вот 10 рядов точно мне достаточно. Я сначала 8 провязала, потом думаю, мало, и довязала еще 2. То есть 10 будет хорошо. Теперь я ввязываю вот здесь. Буду сейчас нить обрезать, но сначала ввяжу сюда другой цвет. Следующий у меня будет идти вот такой розовый. Даже не розовый, не знаю, как он называется. Ни одного цвета, ну только белый, чисто белый, а тут коричневый, не коричневый, розовый, не розовый. Вот такие теплые тона. И вот сюда начинаю вязать следующий ряд. У меня уже пойдет по кругу вязание. Делаю накид и начинаю вязать круговые ряды. Угловую петлю я всегда буду пропускать в каждом ряду, пока их не останется петель от переда, пока не останется 3 или 4. Дальше вяжу, все буду вязать по кругу. Здесь вот сейчас конец нити завяжу узелком, чтобы он не тянул мне. Все, коричневую нить я ввяжу частично, потом ее обрежу, конец нити. Вяжу сейчас розовым цветом, тем же самым узором. Над лицевыми рельефными вяжу рельефные, над изнаночными изнаночные. Здесь ничего сложного, вяжем круговыми рядами. Единственное, что мы делаем, в угловых частях переда мы пропускаем петли. Сначала розовый цвет я буду вязать 6 рядов, и во всех 6 рядах справа и слева по переду я буду пропускать по одной петле. То есть я буду уменьшать количество петель. Вот здесь вот так по кругу вяжу.
В боковой части вот здесь буду петлю пропускать и вот здесь буду петлю пропускать. То есть через петлю буду вязать. Эти 6 рядов через петлю, следующие 6 через 2 петли. И вот смотрите, что получается. То есть вяжу по кругу. Здесь вот на розовой части пропускаю по одной петле, дальше на белой части по 2 петли. И перехожу на коричневую часть. Ввожу нить, 1 петля, 2 петли. И тут уже смотрим по рисунку. Убираем. Еще раз сделаю убавление. Сейчас покажу, как я это делаю, потому что это очень просто. Вот 6 рядов, 6 рядов. Здесь я только начала. И думаю, что верхняя уже коричневая часть у меня будет 10 рядов. Ну, вот таким образом я дохожу каждый раз до угловой вот сюда петли. Вот, провязываю по рисунку. Здесь у меня угловая петля получается, поэтому я вот эти столбики буду сокращать. Мне нужно убрать одну, значит, я просто через нее перешагну. И вот здесь одну лицевую и одну изнаночную я пропускаю. Вот таким образом по 2 петли у меня убирается. Внизу на розовых рядах я убирала по одному столбику. Просто перешагивала либо через изнаночный, либо через лицевой. А здесь я уже убираю по 2. То есть перешагиваю сразу и изнаночный столбик, и лицевой пропускаю. И получается вот так. Довольно красиво получается, никаких тут проблем нет. Соединения нормальные. И идет зауживание вот этой части. За счет этого нам не надо на пяточке делать никаких убавлений. Оно подтягивает пятку вперед и получается, что облегает ножку как надо. Вот здесь дохожу до угловой части. Вот здесь мне тоже надо сократить. Вот у меня есть лицевая, и вот изнаночная, лицевая, и снова лицевая идет. Поэтому я беру вот так, перешагиваю через эти 2 столбика рельефных и сразу провязываю лицевую. Все. Сделала сокращение. И так вы делаете всегда. По розовому ряду по одной петле с обоих сторон. По одному столбику я перешагивала, а белая и коричневая уже по 2. Все, дальше вяжем по кругу. И затем мы начинаем вывязывать уже голенище. Вот, видите, у меня по центру осталось уже 3 столбика. Вот, 3 лицевых столбика между угловыми петлями. Теперь буду вязать по кругу. Доходим вот сюда. Здесь у меня лицевой и лицевой. Мне придется тоже сделать одно сокращение, чтобы из лицевой, вот лицевой и лицевой, тут между ними должен быть изнаночный. Будет лицевой. Затем я провяжу изнаночный вот так. Вот этот лицевой я провяжу изнаночным. И снова сделаю лицевой рельефный столбик. Ну, сейчас покажу более подробно. Тут сложного ничего нет. Вы увидите по рисунку. Вот этот угол. Вот сейчас вяжу изнаночный у меня по рисунку. Мне надо теперь, чтобы не делать убавлений, надо, чтобы рисунок был ровный. Теперь нужно сделать лицевой. У меня 2 лицевых, поэтому я вот сюда вот так захватываю лицевой. И из следующего вот здесь я буду сейчас изнаночный и лицевой вместе провязывать изнаночным. Вот так захватываю 2 и провяжу их вместе. Все. Тогда у меня рисунок выровнялся. Дальше у меня идет лицевой столбик с одним накидом.
И все, и дальше изнаночный. Вот у меня получается лицевой, изнаночный. Все. На той стороне у меня, по-моему, все по рисунку. Там не надо делать сокращения. Сейчас я довяжу до этой. Здесь у меня лицевой, изнаночный, лицевой. Да, я 2 столбика провязала лицевым в прошлом ряду, поэтому сейчас он будет идти уже так, как задумано по узору. Вот провязываем изнаночный. Следующий у нас идет лицевой. Теперь снова изнаночный. А вот здесь у меня угловой, лицевой. И дальше изнаночный. Все, никаких сокращений. Все, дальше уже идем просто по кругу. Вывязываем. Над лицевыми вывязываем лицевые, над изнаночными изнаночные. Все, поднимаемся теперь наверх. Коричневыми провяжу 10 рядов, чтобы шире эти уже были. Вот так, на такую высоту где-то подыму. И дальше заведу розовый и белый. Вот, все, прошлась по кругу. Провязала 10 рядов коричневых, 10 розовых и 10 белых. Теперь нить вот здесь ряд заканчиваю соединительным столбиком. Нить белую обрежу и заведу коричневую вверх. Хочу отделать еще вот этим коричневым цветом. Он как бы идет основной. У нас коричневая передняя часть внизу. Мы с него начинали, им и закончим. Значит, хочу сделать арочки из столбиков с одним накидом наверху и завершить просто столбиками с одним накидом. Все, делаем воздушные петли подъема, привязались и делаем 3 воздушных петли подъема. Теперь накид. Одну петлю пропускаем, в следующую столбик с одним накидом. Дальше снова накид, воздушная петля подъема, одну петлю пропускаем, в следующую столбик с одним накидом. Вот эти концы нитей, которые у нас остались, надо ввязать сюда. Вот таким образом делаем арочки. Провязываем по кругу, воздушная петля подъема, накид и столбик через одну петлю, столбик с одним накидом. Провязали несколько вот таких столбиков, и белую нить можно будет обрезать и провязать по кругу. Все, вот довязываем ряд до конца. Теперь в конце ряда после столбика воздушная петля подъема, присоединяемся в верхнюю петлю, вот третью петлю вот сюда, соединительным столбиком. Вот не протыкается. Провязываем соединительный столбик и вяжем следующий ряд. Вот сюда к середине передвигаюсь. Делаю 3 воздушные петли подъема, накид и в центр арочки провязываю столбик с одним накидом. Продолжаем вязать точно так же, как вязали первый ряд, только провязываем столбик с одним накидом и под арочку столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом под арочку.
воздушная петля между арочками, столбик с одним накидом под арочку, вот сюда. Там, где у нас была воздушная петля, там провязываем столбик с одним накидом. Там, где у нас столбик с одним накидом, над ним провязываем воздушную петлю. В шахматном порядке провязываем вот такой ряд арочек. И следующий ряд будет ряд обвязки верхний. Я его провяжу просто столбиками с одним накидом. Все, вяжем до конца ряда. Конец ряда закрываем, делаем воздушную петлю и в третью петлю соединительный столбик. Ряд закрыли, расслоилась нить. Сейчас еще раз. Вот соединительный столбик. Теперь делаем петли подъема 2 под арочку, провязываем столбик с одним накидом и дальше уже не делаем воздушных петель. Над столбиком с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. И под арочку тоже столбик с одним накидом. Дальше опять в столбик, вот сюда в вершину столбика провязываем столбик с одним накидом. Под арочку столбик с одним накидом. Весь ряд вяжем просто столбики с одним накидом. В вершину каждого столбика и под арочку, там где были воздушные петли, провязываем столбик с одним накидом. От начала до конца ряда. Это у нас уже последний ряд. Довязываем его и закрываем ряд с соединительным столбиком. Все. Вот таким образом закрываем ряд соединительным столбиком, и наши сапожки готовы. Так, смотрите, я их украсила таким образом. Можно без украшений, но я каждую вот эту деталь связала отдельно. Цветок связала, второй цветок связала и третий. Затем я провязала отдельно каждый листик, вывязала. Затем определилась, как я их расположу. Вы можете абсолютно другие цветочки связать. Если вам хочется, чтобы я показала вам, как именно эти цветочки вывязываются, напишите в комментариях. Если вы напишите и будете просить, то я запишу такое видео. Вот у меня есть силиконовая нить, видите, не знаю даже, как ее показать, чтобы вы поняли, что она вообще невидимая. Вот видите, такая вот тоненькая силиконовая, абсолютно бесцветная нить, которой я привязала все эти детальки моего вот орнамента. И мне кажется, что получилось просто восхитительно. Если вам нравится, пишите, пожалуйста, свои отзывы в комментариях. Я очень рада читать ваши вопросы, я на них всегда отвечаю. Очень рада, когда вы пишете свое мнение об очередной модели. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, и я рада вашей обратной связи. Друзья, если этот мастер-класс вам понравился, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Не забудьте также подписаться на канал. Нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик. Обязательно напишите в комментариях хотя бы пару слов. Это меня всегда очень воодушевляет, но и заодно это помогает развиваться моему каналу. Итак, дорогие друзья, я думаю, что у нас с вами получилась шикарная модель. Не знаю, какие цвета вы подберете. Если можете, делитесь, пишите. Может быть, у вас какие-то другие сочетания цветов. Обязательно смотрите видео, которые есть на канале. Там огромное количество бесплатных мастер-классов. Это все для вас. Я стараюсь, придумываю и создаю модели. Ну и также рассказываю вам подробно, как их можно воплотить в жизнь. Дорогие друзья, желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!